Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я хочу вас познакомить с откровениями пирамид, которые изменят всю историю. Да, действительно, вы правильно поняли, мы обратимся снова к теме пирамид, потому что они находятся по всему миру, но мы о них очень мало знаем, тем более мало знаем о тех тайнах, которые они хранят, и тем более о тех открытиях, которые наука уже сделала, либо эти открытия были известны в недавнем прошлом, но сегодня они нам неизвестны. И вот мы сделаем все для того, чтобы эти тайны стали доступны и сегодня, ну и нам позволили их узнать. Потому что какие-то открытия наука сделала, к каким-то открытиям она только готовится. Но я вам все это покажу сейчас, здесь и сейчас, без ожидания официального открытия, скажем так. Потому что когда мы видим одни и те же технологии по всему миру, мы понимаем, что эти пирамиды не просто какие-то разные цивилизации строили. Их строила одна школа, потому что и принципы их работы, принципы их установки, строительства были одинаковые, плюс и те технологии, которые применялись при строительстве, были одинаковые. Единственное, иногда отличался их внешний вид. То есть, если мы посмотрим вот эти методы соединения камней по всему миру, то есть Турция, Эфиопия, Япония, Африка, доколумбовая Америка, Румыния, Италия, Тунис, Европа, то есть весь мир, в принципе, принципы строительства одинаковые. То есть, все это дело одна школа. То есть, и если посмотреть на внутреннее строительство пирамид Мексики, Египта, Индонезии и многих других, то мы видим одну и ту же школу. И действительно, рядом с этими пирамидами находят мумии, и мумии обычных белых людей. Те, которые были носителями этой школы высокоразвитой цивилизации прошлого. Это я уже показывал вас в своих видео много раз. Белые люди, именно основатели шумерской цивилизации, египетской, американской, то есть цивилизации, которая возникла на территории всей Асии. То есть эти видео и все ссылки на материалы будут в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. В этом же видео я хочу именно затронуть именно тайны пирамид, великих пирамид, которые расположены в Египте, так как они откроют и изменят всю эту историю действительно даже на официальном уровне. Именно эти открытия и позволят нам приступить к тому, чтобы понять, что же там происходило, кто это строил, а то, что мы фактически ничего не знаем. Многое нам не разрешают знать, но со временем все-таки это все будет открыто. И в этом видео мы покажем, что же они забывают открыть в кавычках. Так, если вы думали, что, например, те же великие пирамиды Гизы давно изучены и все про них известно, то вы, мягко говоря, ошибались. Потому что вот те находки, которые были сделаны командой Scan Pyramid, то есть это фирма, которая фактически сканирует пирамиды, и они в 2017 году обнаружили большую пустоту возле камеры царицы. Менее чем через 2 года, в августе 2019, они выяснили, что есть еще одна огромная камера, на этот раз справа от камеры фараона. То есть вот они выделены красными стрелками. Теперь эксперты подчеркивают, что теперь все, кто знаком с архитектурой пирамиды, узнали, что в ней скрыто много различных пустот. Но, как вы понимаете, если те пустоты, которые они до этого находили, были связаны между собой, то что они нашли, как бы об этом не знали, они тоже имеют определенную связь. Причем этих пустот намного больше, чем те, что они открыли. И об этом говорит та же команда, которая обнаружила 3 блока, которые находятся в основании Великой пирамиды, потому что они вызвали настоящий ажиотаж, когда ученые обнаружили в них аномалии. Официальные лица заявили, что речь идет, скорее всего, о наличии пустых участков внутри пирамиды или внутренних воздушных потоках, о которых они раньше не знали. Открытие было сделано, когда археологи искали скрытые камеры внутри пирамид с помощью тепловизоров. Особенно впечатляющую аномалию нашли на уровне Земли, на восточной стороне Великой пирамиды. Однако никакого однозначного объяснения аномалия до сих пор не было найдено. То есть, что это за аномалии, что это за пустоты, откуда они взялись. Ну, в этом видео я вам все и покажу, откуда они взялись, потому что они было известно прекрасно в древности. Для этого всего лишь нужно читать источники из прошлого. Берем иллюстрацию из книги «Космография» Себастьяна Мюнстера 1550 и 1552 год. Где-то вот в это время она вышла. И что мы видим в Великой пирамиде? Да, есть верхний вход, про который все знают, и есть нижний вход, фактически основной, про который нам сегодня ничего не известно. Вот какую аномалию они нашли, современные ученые.
о которой прекрасно знали древние. Ну, чтобы подтвердить, что это не просто нам показалось, а вообще это в древних источниках очень много таких упоминаний. Вот еще одна иллюстрация из книги Мартина ван Хамскерка 1572 года о 7 чудесах света. И мы видим, да, тут обелиски, пирамиды, и под пирамидами входы в основании пирамид. Те входы, о которых мы ничего не знаем. И теперь же мы видим иллюстрацию еще одну из этой книги «Чудес» 1572 года, где мы видим, что вообще-то в Египте живут обычные белые люди, что теперь уже не должно вас удивлять. Но пирамиды имеют совсем необычный фактаж, который мы видим сегодня, плюс какие-то обелиски. Но самое главное, возле основного сооружения есть гигантский проход под ним, про который нам ничего сегодня не известно. Что, куда он ведет, что с чем связывается. Скорее всего, они связывают те высокие камеры, которые нашли сегодня. То есть, то, что вы думаете, что нам о пирамидах хоть что-то известно, на самом деле нам неизвестно ничего. Хотя древние источники об этом знали. Опять же, тот же источник 1572 года, тех же времен, мы видим, что есть два входа, вот красными стрелочками отметил, в Великой пирамиде. Верхний нам известен, про нижний ничего не известно. Вот еще один источник, тоже 1572 года, уже в раскрашенном виде про этот Каир. Мы видим, опять же, есть основной, нижний вход. Про верхний даже они уже ничего не пишут, потому что все входят через низ. А сами пирамиды стоят на каких-то плато. То есть такое ощущение, что это останки гигантских кремниевых деревьев, которые оставались как бы до потопа, пока их не занесло песком опять. Но, опять же, чтобы вы поняли, что это нам не показалось, 1579 год, Иоганн Гель-Херих. И мы видим опять два входа в пирамиду. Верхний нам известен на сегодня, а про нижний мы не знаем ничего. Вот вам и аномалия. 1591 год. Ян Сомер. Опять же, оказывается, входа в Великую пирамиду даже не два, а три. То есть, и с другой стороны есть вход. Вот я отметил красными стрелочками. То есть, верхний вход мы знаем, как бы, а два нижних нам ничего не известно. Множество обелисков, пирамид, и есть входы внутрь пирамиды, только они в самом низу находятся. Вот вам ответ на находки науки. 1646 год, опять же, на уровне Земли есть вход под пирамиду. 1653 год, опять же, тот же самый основной вход где-то на уровне Земли. Но, как бы, есть действительно сфинкс, всего лишь его голова выглядывает, много что уже засыпано, но все равно... Чтобы нам не показалось, что это, может, верхний вход они так изобразили, смотрим на Кирхера. То есть это где-то середина 17 века. Кирхер, между прочим, знаменитейший человек своего времени. У него множество интересной информации. Но что мы видим? Кирхер рисует Великую пирамиду и рисует гигантские входы под нее. А рядом с ними, обратите внимание, есть ступеньки еще куда-то под землю, подземные сооружения. То есть гигантские входы в саму пирамиду на самом низу, с двух сторон, между прочим. И гигантские входы еще глубже под землю. Ну, как говорится, ну, может, ему показалось, не знаю, но вот нам сейчас Юберт Роберт поможет в этом разобраться. Ведь он уже рисовал в 17 веке. Конечно, его рисуют. Говорят, ну, это фантаст, хотя он рисовал развалины того мира, который уже погиб. И что мы видим? Обычные белые люди пляшут возле разрушенных обелисков, есть водичка, есть множество сфинксов. Ну, больших или малых вопрос открыт, но их больше, чем один. Об этом мы, как говорится, увидим чуть дальше. Вот они пирамиды, но мы видим те же самые пирамиды и те же гигантские входы под них. То есть есть даже, вот обратите, один уровень входа, второй уровень входа. И люди входят и туда, и туда. Но чтобы они входили, значит, там должны быть гигантские пустоты для этих людей, где они могли бы расположиться, проводить какие-то ритуалы. То есть, и обратите внимание, насколько пирамида занесена, получается, песком. То есть, там, может, 10-20 метров она еще занесена, а то и может еще больше, глубже. Это уже не считая про подземные сооружения, про которые нам вообще молчат. То есть, вот эти обелиски, пирамиды, те, как говорится, сооружения, которые нам сегодня вообще не видны. Ну, наука фиксирует какие-то пустоты, движение воздуха. Вот вам и движение воздуха. Еще одна как раз картина Юбера. Опять же мы видим гигантские входы под пирамиду. Ну и гигантские обелиски перед ним, которых мы уже сейчас не видим. А как же нам подтвердить, что это, ну, как бы, древним не приснилось? Еще одна иллюстрация Афанасия Кирхера, 1652 год. Они опускаются в долине пирамид под землю и находят гигантские саркофаги. Ну, одна и вторая иллюстрация примерно на одну и ту же тему.
казалось бы, ну, понапридумывают. Но в наше время наконец-то признали, что существует 24 гигантских черных саркофага, найдены около пирамиды в Гизе, Египет. Считается, что они найдены были в 1850 году. Хотя я вам только что показывал середину 17 века, о них прекрасно знали. Но узнали о них только недавно, то есть разрешили нам о них знать. Вес каждого саркофага примерно 100 тонн. И сделаны они с такой идеальной точностью, что просто не могут поражать ученых. То есть об этом в блогах и пишут археологи. По их словам, чиновники скрывали факт обнаружения саркофагов так долго, потому что они начисто ломают хронологию событий Древнего Египта. Ну, как и все остальные открытия. Ведь непонятно, каким образом они были сделаны, для чего. Их размеры очень большие. То есть в длину они 4 метра, в ширину 2 метра, в высоту 3,5 метра. А также весом 100 тонн. То есть крышка где-то 25 тонн и 75 тонн сама нижняя часть. Причем тоннели в некоторых местах настолько узкие и низкие, что их бы пришлось втискивать в этот проход. Сеть тоннелей растянулась на 7 километров. Идеально отработанные саркофаги, совершенно другие технологии, которые египтянам вроде бы недоступны. Получается, что в 3-м тысячелетии до нашей эры египтяне каким-то образом использовали высокие технологии. С помощью них они очень быстро воздвигают пирамиды, создают невиданные артефакты с ювелирной точностью, обработанные из твердых материалов. И потом эти технологии бесследно исчезают. Ведь если посмотреть, то не все найденные саркофаги того времени выполнены с такой точностью. Сами черные коробы сделаны из гранита и отшлифованы как снаружи, так и внутри, до блеска. Все стенки просто идеальны по размеру. Ученые уверены, что вручную это сделать невозможно. То есть вот этот саркофаг изнутри, то есть все идеально, гигантский вес, идеальное исполнение. То есть то, что и в наше время нам бы пришлось положить столько усилий, чтобы это сделать, но они бы вышли, наверное, миллиарды, эти саркофаги. То есть их делали для, скорее всего, правящей династии. Вот те, как говорится, останки тех правящих династий, которые дошли до наших дней. Да, бывает такое, что и как бы саркофаги вкладывают в саркофаги, но опять же официально известно, что находили в этих саркофагах мумии высоких людей 2-3 метра и более, которые опять же сейчас еще запрещены. Если пустые саркофаги нам показали, то кто в них находился и все, что там было, нам не покажут, к сожалению. То общественное мнение в итоге победит, и мы сможем узнать правду. Так, чтобы убедиться, опять же, еще одна иллюстрация, 1725 год, мумии бальзамирования, Пьер Поме, то мы видим, что на уровне людей обычных саркофаги действительно как-то великоваты. Вот они вроде бальзамируют обычных людей, но делают и саркофаги, которые в разы больше обычного человека. То есть они предназначены для гигантов. Но этих гигантов я показывал в предыдущих видео, они существуют по всему миру, они являются основой цивилизации прошлого, правителями, в Египте от них множество осталось, но они запрещены, иначе это все перепишет всю историю. То есть все ссылки на материал, как всегда, в описании под видео, переходите, смотрите, сколько раз я уже показываю это направление по гигантам. В том же Египте найдены костные останки, гигантские пальцы, гигантские руки, которые в разы превышают все, что вы знали, все, что вы видели, и подходят людям, которые ростом от 6 до 10 метров. То есть вот для кого делали саркофаги, кто их делал и зачем. Ну еще один загадка как бы пирамид — это сфинксы. На самом деле я тоже делал видео, что сфинкс — это направленная антенна. Она берет энергию от концентратора, то есть пирамиды, и направляет ее куда надо. Но если 3 великих пирамиды, то должно быть 3 сфинкса. Но у нас есть один. Вот красная стрелочка я показал, с какой пирамидой он связан. Но, видите, тут дорожка какая-то идет к храму, идет преобразование волны, это и передача в сфинкс. То же самое мы видим и с другой пирамидой великой, где есть дорожка, есть храмы, как бы для того, чтобы трансформировать эту волну, обработать, создать ту частоту, что вам нужна. Вот она идет дорожка, но нету самого сфинкса. То есть он где-то здесь присутствует. Вполне вероятно, что такой же сфинкс принадлежит и третьей великой пирамиде. Но пока нам неизвестен. А что нам позволяет об этом сказать? А то, что мы видели уже этих сфинксов. Вот 1721 год, мы видим пирамиды, закопанные сфинксы, их что-то больше, чем один. Как бы увидим 3. То есть предположение о том, что сфинксов должно быть, скорее всего, больше, как бы не безосновательно. Их действительно больше. Разные, вот 1724 год иллюстрация, мы все видим, что это больше даже грифоны. То есть грифоны с женским лицом,
То есть женского типа, с крыльями, то есть легендарные грифоны. И мы видим эти иллюстрации, видим, что как бы жизнь совершенно другая, Каир совершенно другой, и сфинксов намного больше, чем нам сейчас говорят. Ну, поэтому сфинксы тоже это особая технология стоячей волны. Переходите, знакомьтесь, и множество есть иллюстраций, которые показывают, что их, мягко говоря, было больше, чем один. Куда они делись, может, просто занесены песком. Нужно откопать и посмотреть. Ну, а таких сооружений, которые были и пропали в Египте, множество. Вот еще одни гигантские сооружения. Если вам была интересна данная тема, рассмотрим ее в других видео, потому что эти сооружения тянут за собой еще одни великие тайны, а это и потоп, и другие уникальные сооружения, известные в прошлом, но нам недоступные сегодня. И помните, повторение мать учения, если надо, повторяйте столько раз, сколько нужно. Если вам понравилось видео, оставьте свое мнение в комментариях, и я смогу сделать продолжение. Ну и, соответственно, ссылки на использованный материал все будут в описании под видео и в конечных заставках к видео. Переходите, смотрите. Но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка, потому что если вам нравятся эти видео, то чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал и, соответственно, репосты, то есть распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях, ну и, соответственно, просмотры. Именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения как бы не нужна. А вот если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому, лайкам, комментариям положительным, эта информация остается, потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет. То есть люди не получают рекомендаций, то есть не видят их в рекомендациях тогда. И в итоге эти видео просто удаляются с канала из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь и материально, потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире, так как нужно продолжать исследования. Я бы, например, хотел посетить те места, которые открыл. Например, тот же великий Хан-Балык, легендарный в России, долину пирамид императоров. Но это без вашей поддержки невозможно. Если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии. Там есть любые счета и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования, стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты. То есть фантастика стала бы явью. Но это возможно только при силе коллектива, когда многим людям это интересно. И не нужно что-то фантастическое. Даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год, найдя информацию на канале полезно, это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр, он всегда бывает только в мышеловках. А тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому заказчик и должен быть народ, простой народ, который будет говорить: да, мне интересно развиваться как человек, либо наоборот интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты. Просто нужно подтверждение, что это действительно так. И помните, что сейчас наступила эпоха волка. А древние говорили: в человеке два волка, злой и добрый. Кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания, как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается. То есть то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире, и в себе, то и будет увеличиваться. Будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла. Будете обращать внимание на добро, как в себе, так и в мире, и будет увеличиваться количество добра. Почему наступившая эпоха уже с 2013 года, это как раз время честности и справедливости, время санитаров леса, то есть людей воли, волевых, то есть образ волка отсюда возникает. Поэтому время поменялось, энергии поменялись. Не живите на алгоритмах прошлого, а ищите алгоритмы, которые делают вас лучше. И самый главный успех этой жизни
и секрет этого всего успеха, это состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Это говорил Генри Форд. Но на самом деле это знали и древние, потому что если каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Это заповедь числа Бога. Именно поэтому я на своем сайте и предлагаю людям пройти славянский гороскоп, так как именно он и является основой мудрости древних. Он показывает жизненное предназначение человека, содержит ту гигантскую информацию, которая содержит душа человека, те программы, которые в нем есть, то предназначение на весь срок жизни и плюс множество еще дополнительной информации. То есть без этого это все равно, что блуждать широко закрытыми глазами по миру и натыкаться на препятствия, которые вам совершенно не нужны. То есть тратить свое жизненное время попусту. Всем рекомендую это сделать, потому что это основа вашей жизни. То, что в вас заложили и боги, и предки, и высшие силы, и вы сами. Все ссылки на эти материалы, они есть на канале. То есть вот красная стрелка, на главной странице канала есть ссылка и на сайты, и на все мои социальные сети. Переходите, там все это есть. А в социальных сетях Народная академия наук создана, то есть то место, где люди могут делиться своими находками, показывать интересные материалы и написать мне напрямую, если это есть необходимость. То же самое есть и в Одноклассниках. А с вами был Виктор Максименко. Жду ваших комментариев по этому поводу, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Благодарю всех за внимание. До новых встреч.